Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Я стала обладательницей вот таких обрезков мебельной ткани. Мне предложили, я не отказалась. Было бы глупо отказываться, тем более, что обрезки вот такой интересной формы в виде лепестков. Форма у них одинаковая, но по размеру отличаются, какие-то побольше, какие-то меньше, и я для начала их выровняю. Мне понадобится 9 вот таких лепестков. Я выровняла все лепестки и разложила на полу. Если следовать строго геометрии, то их на самом деле должно быть 8. Но я исходила из того, что у меня имеется, и мне понадобилось 9 лепестков. Я замерила диаметр, он составляет 130 сантиметров. И вот с таким диаметром я сейчас приготовлю основу. Это будет круг. В качестве основы я взяла вот такую плотную хлопковую ткань, это диагональ. Я сшила 2 полосы между собой, чтобы получить в ширину 130 сантиметров. Затем в длину отрезала еще 130, сложила ткань в четверо. Затем еще сложила. И вот от этой вершины я откладывала по 65 сантиметров. Вот таким образом отчертила и вырезала. И у меня получился идеальный круг. На основе я разложила лепестки вот в такой последовательности и закрепила их булавками. А это кусочки ткани, оставшиеся после того, как я вырезала детали для коврика. И мне осталось вырезать еще одну небольшую деталь. Девочки, это кремплен. Неубиваемый, на века кремплен. Кто помнит, насколько это был дефицитный материал? Достать его было только по великому блату. Я запомнила одну статью, то ли в газете, то ли в журнале, как одна наша представительная мадам, очень довольная собой, приехала во Францию в жутко дефицитном кремпленовом костюме. На каком-то приеме она села на диван, положила руку на сиденье и с ужасом обнаружила, что диван обит кремпленом. На Западе это была обивочная ткань. Можно представить, какой она испытала шок. Потом, конечно, этого материала стало много, разной фактуры, разной толщины, расцветок. Я помню, даже себе шила брюки светлые, помнится. Ну вот, я вырезала деталь. Вот так сейчас выглядит заготовка. Сиреневые детали мне пришлось собирать из кусочков, и швы я замаскировала брючной тесьмой. И теперь нам понадобятся полоски трикотажа. У меня есть вот такие полоски черного трикотажа, и я ими воспользуюсь, поэтому ни одна футболка на этот раз не пострадает. А вам, скорее всего, придется резать футболку. Резать надо не поперек, иначе ваши полоски свернутся вот в такой жгут, а нарезанные вдоль надо будет сложить вдвое и прогладить утюгом. А дальше мы полоски будем использовать для того, чтобы соединить сиреневые детали с лепестками. Соединять будем вот таким швом. Это наметочный шов, чтобы прихватить обе детали. Булавки в нашем случае не годятся, они будут выпадать, будут колоться. Изделие большое, поэтому вот лучший вариант
Это наметочный шов. Готовый коврик перед вами. Лепестки я обшивала швом зигзаг. Наружную кайму сделала окантовку из косой бейки. Косую бейку выкраивала шириной 7 сантиметров. И ушло у меня здесь больше 4 метров. Коврик мне нравится, он ворсовый, и при различном освещении он выглядит по-разному. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи!